Майк Браун готовился к погружению, находясь на краю живописного залива Хау-Саунд у берегов Британской Колумбии. Он стоял на палубе своей лодки, вдыхая свежий морской воздух, проникающий в его легкие, и ощущая легкое волнение перед предстоящим погружением. У него было более 10 лет опыта дайвинга. Он изучал подводные экосистемы, взаимодействовал с морскими обитателями и всегда с восторгом открывал для себя новые миры под водой. Для него это был не просто спорт, а настоящая страсть, путешествие в другой мир. Однако конкретно это погружение обещало быть совершенно особенным. Майк чувствовал, что что-то необычное ждет его под водой. Когда он окунулся в холодную, освежающую воду, его кожа мгновенно отреагировала на температуру 15 градусов по Цельсию, но это не пугало его. Напротив, он чувствовал себя живым, наполненным энергией и готовым к новым открытиям. Вода была невероятно прозрачной, и видимость достигала 40 метров, что позволяло ему рассмотреть детали удивительного подводного мира вокруг. Растворенная в лунном свете, подводная жизнь казалась неимоверно красивой, и Майк поглощался этими моментами, пока не задумался, что же будет дальше. Пока он медленно исследовал подводное царство, Майк случайно заметил внезапное движение в воде. Сердце его забилось чаще, когда его взгляд встретился с молодой акулой, длиной примерно 4 метра. Она плавала неподалеку, и в ее глазу Майк увидел нечто необычное — тревогу и даже мольбу. Акула выглядела не как хищник, а как существо, нуждающееся в помощи, и это потрясло его. Обычно акулы ведут себя уверенно и спокойно, но эта акула явно что-то испытывала. Инстинкты подсказывали ему, что не все в порядке. Несмотря на опасность, которую могла представлять себе акула, Майк решил следовать за ней. Он почувствовал, что эта удивительная встреча может оказать влияние на его жизнь. Акула, как будто осознавая, что ее кто-то преследует, начала плавно двигаться, направляясь на северо-восток, вглубь воды. Как истинный исследователь, Майк решил узнать, куда она его приведет и что скрывается за ее тревогой. Акула вела его по извивающимся подводным тропам, и вскоре они достигли подводной долины. Эта местность была завораживающей и призывала к исследованию. Майк, окруженный великолепными рифами и экзотическими морскими существами, заметил огромную взрослую акулу, которая, казалось, была неподвижной, покоится на дне. Ее тело покрывали барнаклы, и это было для Майка тревожным сигналом. Здоровые акулы никогда не ведут себя так пассивно. Что-то было не так, и в этой инстинктивной тревоге он не мог не чувствовать необходимость помочь. Приглядевшись, Майк понял, что эта акула находится в бедственном состоянии. Он начал осторожно удалять барнаклы, осознавая, что это не просто косметическая проблема, а явный признак страданий. Каждый раз, когда он отрывал один из этих черных колючих паразитов, его личное чувство тревоги росло. Он думал о том, что могло произойти с этой акулой и как она оказалась в такой ситуации. Хотя у него было много опыта, несколько раз его руки дрожали от волнения, когда он понимал, что работает с животным, чья жизнь зависит от его вмешательства. С каждым удаленным паразитом Майк чувствовал, что времени не остается, и что помощи этой альтруистичной животных требуется как можно быстрее. Он знал, что его действия имеют большое значение, и эта польза заставляла его двигаться вперед. Спустя полчаса напряженной работы Майк осознал, что одно его присутствие недостаточно. Не в силах справиться с ситуацией в одиночку, он поднялся на поверхность, чтобы связаться с береговой службой спасения морских млекопитающих. В своей неистовой панике он объяснил ситуацию и попросил срочную помощь. Его голос дрожал от волнения, но он был полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь. Каждая минута ожидания казалась целой вечностью. Мысли о судьбе акулы беспокоили Майка.
Он чувствовал себя в ловушке между желанием действовать associate и необходимостью дождаться уточненной помощи. Спасательная команда, ведомая опытным капитаном и командой ветеринаров, прибыла через час. Их надежда и поддержка вселили в Майка уверенность и радость. Экипаж работал быстро и слаженно, используя специализированное оборудование для удаления барнаклов. Каждый кто был на борту, понимал, что они участвуют в спасении жизни. Майк присоединился к команде, и его опыт оказался полезным. Он делился своими наблюдениями о состоянии акулы и показывал, где можно начать работу. Работая вместе, команда проявила невероятную сплоченность и умение. Каждые минуты были важны, и спасатели знали, что время работает против них. Во время процедуры ветеринары сделали ужасающее открытие. В желудке акулы было обнаружено инородное тело, кусок промышленной рыболовной сети, пропитанный токсичными химикатами. Это было шокирующей находкой, показывающей, почему акула находилась в таком состоянии. Майк, невероятно обеспокоенный этим открытием, понимал, что проблема медленно разрушала ее здоровье. С этой информацией стало ясно, почему акула не смогла плавать и почему ее состояние ухудшилось. Они надеялись, что избавление от этого инородного тела даст акулам шанс на выздоровление. К сожалению, токсины в сети медленно отравляли организм акулы, вызывая воспаление печени и почек. Иммунная система практически перестала функционировать. Теперь все понимали, что их вмешательство было абсолютно необходимым, и спасение акулы зависело от времени. Без своевременной помощи эта акула, вероятно, не пережила бы этот ужасный инцидент. С каждой секундой давление возрастало, и Майк осознавал, что судьба акулы теперь была в их руках. Доктор Дэниел, ветеринар-специалист, который наблюдал за состоянием акулы, объяснил, что без помощи Майка и бесстрашного детеныша, который привел его к ней, акула бы погибла. Он вежливо поинтересовался о состоянии Майка, понимая, насколько эмоционально непростой была ситуация. Майк, стараясь понять консеквенции своих действий, смотрел на извлеченный кусок сети под микроскопом и видел кристаллы токсичных веществ, угрожающих жизни акулы. Это был не просто фрагмент. Это была символика всей проблемы, с которой сталкиваются морские жители в современном мире. Акула и ее детеныш провели 3 недели в реабилитационном бассейне Центра защиты морских животных. Каждый день приносил новые победы и вызовы. Майк был глубоко вовлечен в процесс, ухаживая за животными и документируя их восстановление. Он всегда записывал изменения в состоянии взрослых акул, наблюдая за тем, как они реагируют на лечение и ухаживание. Каждый день он фиксировал данные и обменивался информацией с командой. Под его зорким контролем состоялась настоящая трансформация. Состояние взрослой акулы постепенно улучшалось. Раны затягивались, анализы крови показывали уменьшение концентрации токсинов, а аппетит возвращался. Радость за животных переполняла его. Особенно вдохновляла преданность и смекалка детеныша, который всегда оставался рядом с матерью в это трудное время, демонстрируя невероятную семейную связь и поддержку. Это не могло не трогать и служило добрым уроком для всех, кто следил за этим процессом. В середине октября абсолютно все были готовы к долгожданному дню. День, когда акул собирались выпустить обратно в океан. Погода была ясной и теплой. На берегу собрались десятки людей, которые хотели стать свидетелями этого трогательного момента и поддержать усилия по спасению морских животных. Эмоции переполняли атмосферу, от восторга и надежды до легкого волнения. Акулы, которые окончательно восстановились, плавали у края входа в воды. Майк, наблюдая за ними, не мог скрыть волнения, ощущая, как его сердце замирает при виде этих прекрасных созданий, вновь обретших свободу. Внезапно акулы унеслись в открытый океан и, расправив свои плавники,
Они одновременно нырнули, совершая элегантные прыжки выше поверхности воды. Это выглядело как проблеск надежды, прощальный салют благодарности за спасение. Необычное поведение детеныша, который самостоятельно отправился на поиски помощи, вызвало особый интерес у специалистов. Они стали обсуждать интеллектуальные способности акул и то, как часто они показывают осмысленное поведение в условиях стресса. В то время как большинство людей все еще воспринимают акул как чистых хищников, Майк знал, что они намного глубже, и этой ситуации требовалась новая интерпретация. Наблюдение Майка, его стремление исследовать поведение акул и преданность своим подопечным стали основой для научных исследований. Специалисты отметили редкость таких случаев и высокий интеллект акул. Это дало новую надежду для понимания этих невероятных существ. Майк был полон гордости, чтобы продолжить следить за судьбой спасенных акул с помощью специальных меток. Летом следующего года настали моменты полные ожидания и волнения. На горизонте появлялись знакомые фонтаны на поверхности воды, и сердце Майка забилось быстрее, когда он узнал свою мать и детеныша. Это создало восхитительное чувство. Они выглядели здоровыми и полными сил. На теле матери практически не осталось следов от болезни, и она снова стала той самой великолепной созданием, как было прежде. Майк провел рядом с лодкой почти час, позволяя себе наслаждаться незабываемым моментом. Акулы, полные жизни, плавали рядом с лодкой, позволяя ему делать фотографии и осторожно касаясь ее плавником. Эти трогательные моменты, когда животные проявляли доверие к своему спасителю, были особенно запоминающимися. Они создавали искреннюю связь между человеком и природой. Словно попав в новую реальность, случай с акулами стал поворотным моментом в карьере Майка. Он увидел, как важна защита морских животных и как каждое действие может изменить жизнь. Убежденный в своем предназначении, он оставил прежнюю работу и полностью посвятил себя защите морских млекопитающих, устроившись в Центр спасения. Его стремление не просто наблюдать, но действовать теперь стало его кредо. Фотографии и видеоматериалы, снятые Майком во время процесса реабилитации, стали частью образовательной программы по защите морской среды и повышению общественного сознания о значении сохранения морской жизни. Каждый год, когда он снова выходил в море, Майк с особым волнением ожидал возможности встретить своих акул. Эти встречи всегда напоминали ему о важности его работы и сохраняли в нем надежду на лучшую судьбу для всех обитателей подводного мира. Его история стала мотивацией для многих людей. Майк не только продолжал снимать великолепные кадры природы, но и вдохновлял других делать что-то для спасения морских животных, подчеркивая, как важно заботиться о нашей планете.